Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке покажу, как из остатков шнурочка связать замечательную разноцветную подставочку под горячий интересным способом 4 цветов. То есть можно использовать ваши любимые цвета. Остатки, маленькие клубочки. У меня это шнур Карамель Baby 2 мм. И вязать будем крючком номер 3,5. Итак, приступаем. Так, изначально делаем колечко. Смотрите, и провязываем первую петельку. Провязали. Далее мы провязываем столбик без накида. Полустолбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. И столбик с 2 накидами. В это колечко мы будем провязывать из разных клубочков вот такие вот элементы. Так, далее берем другой цвет. И опять же мы провязываем, вытягиваем петельку. Провязали первую петельку. Далее провязываем столбик без накида. Хвостики можно ввязывать. Так, полустолбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. Столбик с 2 накидами. Вытягиваем петельку, берем снова другой цвет. Итак, опять же в это кольцо мы провязываем первую петельку. Далее провязываем столбик без накида. Хвостики я ввязываю. Так, полустолбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. Столбик с 2 накидами. И еще сюда же в это колечко мы провяжем. У нас остался еще зелененький цвет. Вы сделаете это сами. Я далее покажу, как стянуть это колечко. Итак, когда мы провязали все 4 элемента разных цветов, берем нашу ниточку, вот эту нашу ниточку, первую ниточку, колечко наше, да, и все это стягиваем, все красиво стягиваем прям до конца, стягиваем, чтобы внутри у нас ничего не было. И смотрите, на данном этапе просто возьмите, спрячьте все хвостики. Каждый хвостик можно спрятать в полотно того же цвета. Все, спрячьте хвостики и будем вязать далее. Итак, когда обрезали все хвостики, смотрите, как получается с изнаночной стороны. У нас получается вот такой вот элемент. Далее, вот начинаем с нашего первого элемента. Делаем столбик с накидом. Смотрите, куда мы его провязываем. Вот под эту косичку следующего элемента. Петельки можно вытянуть, чтобы они не убежали. Так, и далее делаем накид. И за наш этот столбик мы провязываем 4 раза вот так вот, делая накид. Так, 3, 4. Я провязываю 4. Если вы вяжете просто например, из пряжи, можно провязывать больше. И закрепляем столбиком с одним накидом в следующую петельку. Вот такой получается элемент. Провязываем снова столбик с одним накидом под следующую петлю, чтобы провязать такой же элемент. Делаем накид и проделываем это 4 раза. 2, 3, 4. Все. Зацепили за косичку. Вытянули петельку. Переходим к следующему цвету. И проделываем то же самое. Мы провязываем столбик с одним накидом. Под нами вот 1, 2, 3, 4 петельки. И в самую первую мы провязываем столбик с одним накидом. И в него 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали.
В следующую петельку провязали столбик с одним накидом. Далее делаем такой же элемент, то есть столбик с одним накидом сначала, и потом 1, 2, 3, 4. Провязали и в эту петельку. То же самое проделаем еще 2 раза. Вот с этими элементами. Проделайте самостоятельно, я покажу, что у меня получилось. Итак, смотрите, у меня получился вот такой вот элемент. И теперь, следуя тому же принципу, то есть вот далее вот эти наши такие пухляшечки, да, мы будем провязывать таким же образом. То есть в каждую петельку. Вот смотрите, здесь у нас столбик есть, мы провязываем следующий столбик с одним накидом. И в него провязываем 1, 2, 3, 4 накида сделали. И в следующую петельку закрепили столбиком с одним накидом. Вяжем следующую. Сначала провязываем столбик. 1, 2, 3, 4. Провязали, сделали накид. Вот. То есть сюда у нас поместится еще один элемент. То же самое проделываем со всех сторон. Сейчас я провяжу вот сколько всего этих элементов. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Ну, считая самый первый. По 5 с каждой стороны покажу, что получилось. Смотрите, вот такой получается элемент. И далее мы точно так же вяжем. Да, то есть мы сначала провязываем столбик с одним накидом. Все в каждую петельку. Потом на него 1, 2, 3, 4 провязали, и следующую петельку мы закрепляем столбиком с одним накидом. Еще раз провяжу. В следующую петельку мы снова провязываем столбик, на который мы снова 1, 2, 3, 4 провязали, закрепили столбиком. И так каждым цветом. Я сделаю такую подставочку. Вот у меня уже одна есть. Смотрите. То есть у меня получается каждых вот этих элементов, включая самый первый, провязано по 10. И далее я вам покажу, как закрыть. То есть как вот эту вот лесенку такую сделать вниз, красиво закрепить. Провязывайте далее самостоятельно. Как вязать я показала. А я вам покажу, как сделать вот эту лесенку для закрепления. Итак, провязали каждым цветом по 10 вот этих вот элементов, включая самый первый. То есть смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так каждого цвета. Теперь покажу, как мы красиво скруглим наши края. То есть у меня подставочка под горячую будет вот такого размера. Если вы хотите вязать вот этот квадратик побольше, может быть, у вас будет такая сидушка на стул. Пожалуйста, будет очень красиво. То есть, понятно, вы по такому же принципу вяжете дальше. Если у вас начнет немножко что-то стягивать, понятно, вы в одну петельку провязываете, там, например, ну, вот каждый элемент не в разные петельки, да, а, например, в одну петлю. Потом, если у вас стягивает, вы провязываете и столбик с накидом, и этот пышный столбик, и еще один столбик, дабы просто расширить ваше полотно. Как мы закрываем? В следующую петельку мы провязываем. Вот смотрите, мы закончили наш элемент. В следующую петельку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю 2 полустолбика с одним накидом. В следующую мы провязываем 2 столбика без накида. И соединительный столбик вот так вот в следующую петельку и фиксируем. Все. Вы проделаете то же самое
со всеми нашими этими 4 полосками. То есть зеленым цветом то же самое проделали, коричневым и вот этим бежевым. Я вам покажу, спрячу хвостики, покажу готовый результат. Итак, смотрите, какая подставочка у меня получилась. Очень красивое сочетание цветов. Обожаю эти цвета. То же самое, как и во второй подставочке. Смотрите, ну красота. Мне очень нравится. А вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, если вам был полезен мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.